Всем привет! В ходе своей спидранерской деятельности я сумел найти немало новых скипов и улучшить уже существующие. В этом видео я покажу все найденные скипы на данный момент и постараюсь объяснить, как выполнить каждый из них. Первый уровень встречает нас самым легким скипом во всей игре. Для его выполнения нужно лишь выпрыгнуть за пределы комнаты, не заходя в нее. Таким образом, игра посчитает, что вы ее прошли и потому пропустит вас дальше. Напомню, что для реализации большинства скипов понадобится прием Throwfly, что позволит вылетать за границу уровня, гайд о котором есть у меня на канале. Для последующих скипов нам понадобится пикап, но нужный враг находится в комнате, которую необходимо скипнуть. Чтобы решить эту проблему, нужно лишь выманить его шумом от стрельбы. После получения пикапа летим влево-вверх до нужной нам точки, которую можно нащупать благодаря отдалению камеры. После чего летим вправо, немного сбросив высоту после того, как пролетели машину, задев тем самым нужный триггер, дабы не сломать игру. Продолжаем полет, еще раз сбросив высоту возле лестницы, после чего следуем к переходу на свалку, где нас поджидает, возможно, самый сложный скип в исполнении. Сложность этого скипа заключается в тонкости понимания микродействий, которые придется совершить без остановки на одном дыхании. Скорее всего, у вас уйдет не один десяток часов, дабы освоить его без ошибок. Чтобы выполнить этот скип, нам понадобится задеть триггер спавна врагов, не задевая триггер катсцены, впоследствии перелетев его. Но из-за того, что оба эти триггера имеют одну и ту же высоту, коснуться нужного нам триггера и перелететь оставшийся просто так не выйдет, так как расстояние между ними слишком маленькое. Итак, переходим к решению. В момент, когда камера начнет сдвигаться вправо, нужно засечь в уме 2 секунды, после чего сбросить высоту до момента, пока не услышите звук спавна бочки. Это будет означать, что нужный триггер задет, после чего необходимо как можно быстрее развернуться влево на 1,5 секунды, дабы набрать нужную высоту, что поможет перелететь второй триггер. Теперь осталось лишь пролететь в конец уровня, спустившись на землю после того, как перелетели последнюю комнату перед боссом. Как итог, первый уровень подарил нам самый легкий и самый сложный скип в игре, ну а мы отправляемся дальше. На втором уровне пламя будет полыхать не только в округе, ведь мы еще не успели сдвинуться с места, как нужно выполнять весьма непростой скип, для которого нам понадобится навык Throwfly в исполнении с гранатами. Для этого скипа понадобится сделать паунс и начать парировать в его самой высокой точке со стороны в сторону, дабы набрать нужную нам высоту, необходимую для скипа. Все, что нужно знать, делая этот скип, так это понимание 3 важных областей. Зона спавна врагов – область, которую нужно обходить стороной. Зона удержания – это область, в которой Шенка будет понемногу выталкивать вниз, из-за чего нужную нам высоту придется набирать немного дольше. И свободная зона, в которой нужно держаться в идеале, ведь тут Шенк сможет набрать нужную высоту намного быстрее. После того, как мы залетели на крышу, продолжаем парирование, пока не перелетим вторую комнату и спускаемся вниз недалеко от здания. Выполнение следующего скипа начинается на лестнице в горящем доме. После преодоления большей ее части нужно сделать паунс так, чтобы в итоге Шенк оказался на уровне трубы, после чего начинаем лететь. Останавливаясь на крыше 3-этажного здания, пробегаем по обычному пути вперед и продолжаем полет перед комнатой, чтобы ее миновать. Поднявшись по холму, активируем катсцену, после чего быстро расправляемся с противниками в комнате и, подобрав пикап, встаем на центр платформы, делаем паунс и начинаем парировать в его пиковой точке, после чего летим аж до крыш домов, приземляясь на одну из них в начале и следуем к боссу. Теперь дорога ведет нас в доки, уровню с рекордным количеством скипов. Пройдя первую комнату и получив пикап, с помощью полета забираемся на стену здания. Но вместо полета, чтобы подняться наверх, мы будем использовать вертикальный бег по стене с помощью отмены действия. После того, как мы поднимемся на крышу, снова используем полет, чтобы забраться на соседнюю крышу. Далее бежим вниз до момента, пока не услышим звук спавна рыбы. Делаем паунс и летим к контейнерам, спустившись к которым мы активируем нужный нам триггер, и дабы скипнуть эту комнату, прыгаем на верхний контейнер, забираемся почти на самый верх и, оттолкнувшись от него, возвращаемся с помощью полета назад до коробок. Этого будет достаточно, чтобы набрать нужную высоту для скипа комнаты. Летим дальше и, немного сбросив высоту после лестницы, возобновляем полет, минуя мини-босса. После чего, пролетев еще пару секунд, спускаемся и активируем катсцену в этой точке. Возвращаемся немного назад для разгона и пролетаем вперед, немного сбросив высоту перед пропастью. И еще раз на платформе с чайками. Летим дальше до этапа с длинным тросом и сбрасываем высоту после платформы с текилой на половину троса, после чего летим в самый конец уровня. Спустившись на последнюю платформу, цепляемся за крюк, активируя катсцену, тем самым завершая уровень. 4-й уровень встречает нас не только горячими девушками, но и не менее интересными скипами. И первый из них находится перед входом в 3-ю комнату. Вместо того, чтобы зайти в нее, забираемся наверх с помощью полета и вертикального бега с отменой, после чего летим в конец комнаты, пока камера не выйдет за ее пределы.
В этот момент важно сбросить высоту, чтобы заспавнить амазонок, и продолжить полет, немного сбросив высоту возле текилы, завершая его перед подъемом. Теперь важно в момент спуска в яму не задевать деревянные платформы, дабы не сломать их, ведь нам скоро придется сюда возвращаться. После того, как мы убиваем громилу, поднявшись наверх, нам нужно пройти только половину первого уступа, чтобы коснуться триггера спавна врагов. Теперь возвращаемся в начало аж до самый верх. Делаем паунс и летим влево, пока камера немножко не уедет, после чего можно разворачиваться вправо и лететь до небольшого обрыва, который служит спуском в нижнюю комнату. Спустившись, активируем катсцену, после окончания которой делаем паунс и летим дальше до упора камеры, после чего летим еще 3 секунды и сбрасываем высоту до пика второго столба на фоне и продолжаем полет, снижаясь близ подъема к боссруме. Смертоносные ловушки, дикие животные, опасные людоеды. Но все это ничто по сравнению с парированием с помощью гранат, которым встречает нас первый скип до 5 уровня. Забравшись по лианам на самый верх, нам нужно сделать паунс и пролететь с помощью гранат до платформы, пропустив катсцену вместе с первой комнатой. Но все не так просто. В этом месте присутствует зона удержания, и Шенка тянет вниз, из-за чего перелететь нужный триггер просто так не получится. Чтобы это сделать, нужно во время парирования зажать кнопку W. Таким образом, направление Шенка не будет зависеть от указателя мышки. Главное в момент парирования делать это не слишком интенсивно, чтобы не улететь слишком высоко, сломав тем самым игру. Следующий скип ожидает нас на бревне. Все, что нам нужно сделать, так это пролететь с помощью гранат небольшое расстояние, чтобы не спровоцировать врагов, стоящих рядом. После чего, как ни в чем не бывало, подбираем череп и бежим дальше. Момент с битвой на подвесных мостах также очень легко пропускается с помощью полета, после чего нам нужно пробежать к этому обрыву и с помощью умелых ручек, благодаря паунсу с отменой, забраться наверх. Следующая комната пропускается простым перелетом через хижину на дереве, миновав которую нужно сразу спрыгнуть вниз, где, пробежав дальше перед последней комнатой, используем полет, благополучно пропуская ее и следуем к боссу. Победив вождя людоедов, нас настигает Карина, после чего, пока Шенк переводит дыхание, она в одиночку отправляется спидранить 6 уровень. И первый скип очень легкий, ведь достаточно лишь перелететь триггер спавна врагов с помощью гранат. Вот и все. Остальные скипы встретят нас в конце уровня. На самом деле мне тяжело технически считать это скипом, но пройдя предпоследнюю комнату, можно умереть, спрыгнув в этом месте, после чего вы возродитесь в начале последней комнаты, что позволит сэкономить время. Для следующего скипа понадобится залететь с помощью гранат на невидимую платформу, после чего прыгаем вправо и умираем, возрождаясь уже на босс-файте. На этом, к сожалению, скипы 6 уровня заканчиваются, так что переходим дальше. После всего, что случилось, Шенк отправляется на курорт. Нет-нет, выпивка, женщины и отдых на солнце его не интересует. Он прибыл сюда, чтобы показать скорость и то, как скипнуть половину 7 уровня. Пройдя 3-ю комнату и по добробиту, мы направляемся зачищать 4-ю комнату, после которой убиваем врага возле обрыва гранатой, а сами тем временем набираем как можно большую высоту, обязательно за пределами самой платформы, чтобы попасть в свободную зону. Далее летим вправо, пока не минуем номер гостиницы, после чего, сбросив высоту, набираем ее снова, пока не перелетим в следующую комнату. Теперь бежим прямо, пока не упремся в стенку, и с помощью вертикального бега забираемся на самый верх. Спрыгиваем вниз и возвращаемся к ступенькам, дабы заспавнить нужных нам врагов. Пройдя очередную комнату, спускаемся с уступа и летим не останавливаясь, пока больница не будет позади, но только для того, чтобы, сбросив высоту, пролететь и следующую комнату. Подбираем гранаты и с помощью паунса и вертикального бега забираемся на крышу скрытой больницы. Посмотрев катсцену, преодолеваем очередное препятствие с помощью вертикального бега и следуем к лифту, после чего прыгаем вниз. Дабы повторить следующий скип, необходимо, немного разбежавшись от стены лифта, сделать паунс, и в момент, когда Шенк начнет снижаться, пролететь до конца комнаты, после чего, как ни в чем не бывало, выпрыгиваем за границу уровня и попадаем к доктору через задний вход. Теперь, обзаведясь крутой тачкой, давим педаль газа в пол, ведь до нашей цели лишь рукой подать. Проходим первую комнату и, получив биту, на выходе отталкиваемся от стены здания с помощью паунса, после чего летим вперед до небольшого спуска вниз, пробежавшись по которому повторяем процедуру и минуем еще 2 комнаты. Забравшись на комбайн, пролетаем до первой платформы и с помощью паунса или воспользовавшись полетом забираемся наверх. Дальше проходим как обычно, пока не преодолеем полосу препятствий. Подпрыгиваем и летим прямо, спрыгнув вот в этом месте. После чего залетаем на платформу и спускаемся возле первой двери. Зачистив комнату, берем пикап и возвращаемся обратно, игнорируя врагов на пути. Теперь нам необходимо набрать как можно большую высоту и пролететь до момента, пока камера не начнет сдвигаться, после чего разворачиваемся и залетаем на крышу локации. Спрыгиваем в самый низ и, коснувшись края левой стены, бежим к комнате босса. После активации катсцены нас телепортируют прямо к нему.
И наконец, раздав Магнусу смачных люлей, завершаем наш спидран. Если после просмотра гайда у вас все еще возникают проблемы с некоторыми скипами, советую внимательно просмотреть фрагмент с нужным скипом, или же посмотреть полноценный спидран уровня. Скажу лишь, что усердие и труд все перетрут, и даже если у меня получилось сделать это и без всяких там объяснений, то у вас и подавно получится. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если оно показалось вам интересным, не забудьте поставить лайк. Также, если вы интересуетесь Шенком, рекомендую вступить на наш сервер в Дискорде, где вы сможете пообщаться по теме, найти новых друзей и узнать много чего интересного. Ну а на этом я с вами прощаюсь.